Привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы снова на своей даче. Так нравится сюда ездить, уже привыкли. Сейчас я вам покажу, какая у нас растет сирень. Вот видите, у нас синяя сирень, есть такая вот сиреневая, вот такая беленькая уже отходит. Сегодня мы насобирали, в общем, нарезали веточки сирени. Я думаю, что многие знают, насколько она полезная. Делать настойку из нее — это вообще, можно сказать, что здравница для нашего организма. Но ценится именно белая сирень. Так что сегодня мы будем делать очень классный рецепт здоровья. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Также, друзья мои, посмотрите, какая красота. Какие цветочки, глаз не оторвать. Ковром стелятся просто. Одни отцветают, другие зацветают. Посмотрите, какая красивая лилия. Глаз не оторвать от нее. Очень много здесь цветов. Тюльпанчики отошли. Вот смотрите, древовидный пиончик. Здесь, я так понимаю, два куста растет, потому что вот объединяются, видите, темные пиончики и светлые пиончики, кремовые. И вот еще клумбочка, посмотрите, распускается. Покрывало какое красивое. Мы его немножечко отсадили. Будет побольше у нас еще там рассадили. Ну, здесь вон виноградик наш отходит уже. Вот. Даже есть кустики, он зазеленели, как хорошо. Женя вот еще рассадил розовенькие клумбочки. Вот. Даже у нас пихточка есть. Вот это я еще не знаю, что это такое растет. Тоже какие-то бутончики такие выпускает. Там посмотрим, что это будет. Вот такая розочка у нас распушилась прям. Не подмерзла. Одна, так смотрю, подмерзла, мы ее удалили. Вот это вьющаяся розочка. Так что вот такой у нас сейчас цветник. Все друзья в огороде, друзья, сделали уже дела. Сейчас поедем домой и будем творить чудеса с нашей сиренью. Итак, друзья, приступим к приготовлению нашего волшебного лекарства. Смотрите, сирень именно для приготовления лекарства очень хорошая, именно которая идет вот такая вот белая. Она бывает синяя, вы знаете, такая сиреневатая, голубоватая. Но вот именно ценность идет именно белой сирени. И вот сейчас сезон белой сирени, и я рекомендую вам всем приготовить такое лекарство. Смотрите, берем вот так вот бутончики. Вы можете взять литровую баночку, у меня 2-литровая. И в зависимости, если вы будете отливать, то можно просто будет добавлять потом жидкость, и лекарство обновляется дальше. Очень хорошая настойка получается из сирени. Она очень полезная для суставов, если у вас болят суставы. Компрессы ставить очень хорошо, если, например, простыли вы. Очень хорошо это лекарство, я вот именно лично я делаю. У меня муж страдает бронхами, и именно настойка на белой сирени помогает именно хорошо справиться, у кого проблемы с бронхами, кто кашляет. У него это уже хроническое. Я вам скажу, что мне этот рецепт подсказала моя хорошая знакомая, когда у меня муж приболел, и у нее была такая настойка, и он кашлял сильно. Я, честно говоря, сильно удивилась, когда он выпил, там 1 столовая ложечка на ночь пьется, и вот он выпил ее. Я вам скажу, что он ночь не кашлял тогда, и уже утром у него стало откашливаться, и кашель очень быстро прошел. Вот смотрите, можно, в общем, набиваем вот так вот сирени, веточки, можете вот так не обрывать, но я вообще кладу такие вот белые бутончики только.
Вот у меня получилось, если утрамбовать, как раз будет пол-баночки. Смотрите, можно сирень залить спиртом, разбавить с водой, этот, который 96%. Но я возьму обычную водку и залью. Короче, в общем, сирень ваша должна быть полностью покрытая. Вот сейчас. Если она у вас не будет покрыта, она просто у вас потемнеет. Она отдаст в спиртное, отдаст как бы свои вот это эфирные масла, чем и очень это полезная настойка. А моя соседка очень любит именно этот рецепт, она использует его для суставов. Если у кого там болят суставы, колени, вот это вот хорошо очень. Но именно от бронхита и от кашля просто, это просто находка. Рекомендую, друзья. Смотрите, вот сюда у меня вошло ровно литр спиртной, ну, водки. Я еще куплю завтра, вот как раз оно покрыло, добавлю еще литр, и как раз у меня будет отличная настоечка. Всем желаю здоровья крепкого, не болейте. Ну, а вообще такой, конечно, рецепт приготовьте. Я думаю, что он будет полезен для многих.